Всем привет! Добро пожаловать на канал. Сегодня у нас обзор моего нового ДХ велосипеда с некоторыми нюансами, но об этом я расскажу попозже. На этом канале уже есть обзор моего старого велика Marine San Quentin. Не успел я его отснять, как уже продал. В общем, кому интересен обзор того велосипеда, можете перейти по ссылке в комментариях. Это, конечно, кринж года. Я со временем буду стараться улучшать качество видео и качество ведущего, но не все ж сразу. Короче, присаживаемся поудобнее. Сегодня у нас будет очень интересная история о том, как я купил новый велосипед. Мы находимся в Израиле, это важно знать, чтобы понимать, с какими людьми мы тут имеем дело в плане велосипедов, как они к ним относятся, как ухаживают, как продают и тому подобное. Долго я не снимал видео, у нас тут небольшая заварушка произошла с Гориловными. Гориловны — это у нас арабы, я их так называю. Они тут войну устроили нам, и речь не об этом сегодня. Это не важно, речь сегодня о новом байке. Итак, встречайте Scott Gambler 2019 года. Сначала я должен вам рассказать, как я вообще его купил. Как-то вечером за чашечкой капучино я сидел, смотрел доску объявлений и натыкаюсь на объявление этого велика. Но не такой, как он выглядит сейчас, а вот такое объявление. Мол, продается велосипед, отсутствует переднее колесо, тормоза, грипсы, что-то там по мелочи. Значит, пишу я владельцу этого байка, слава богу, бывшему владельцу. Говорю: братан, давай, все, я приезжаю, с минуты на минуты буду. Он мне такой присылает сообщение, говорит: чувачок, тут, говорит, такое дело. И скидывает мне вот такую фотографию. Говорит: я продал амортизатор задний, продал вилку. Говорит: извини, есть только вот такое. Я такой: блядь, да ё-моё, ну чё ж ты так со мной поступаешь? Потому что амортизатор найти в Израиле — это такая задача, особенно 240 миллиметров, это вообще невозможно. Я, соответственно, пришел в магазин, они просто мне в лицо посмеялись, говорят: что? Сколько миллиметров нужно тебе по осям? 240? Он говорит: иди отсюда гуляй, тут такого даже не существует. Так еще, пружина, чтобы это еще был хороший амортизатор. И я расстроился. Такой сижу, грущу, думаю, продал свой велик. В итоге не получил ничего. Но он мне дальше пишет. Говорит: я тебе вот то, что скинул, фотографию, я тебе это отдам за $250. Я такой смотрю, рама, вся трансмиссия, заднее колесо, там сиденье подсидел, педальки, даже рулевая была. Я ее, правда, поменял. И я такой думаю: так это вообще хорошее предложение. И, собственно, мы с ним договариваемся. Я к нему приезжаю посмотреть велик, купить. И, значит, он выносит этот велик на улицу. И я на это все смотрю. На велосипед, когда он вынес в том состоянии. Я на все смотрю, думаю: ты, сука, Единственное, что мне хотелось в тот момент, просто его, с ноги хорошенько, блядь. Взять просто, вот, положить его голову вниз, потому что человек оказался редиска, очень неплохой человек. Как он этот велосипед, точнее, не велосипед, а то, что вот осталось, довел до такого состояния. Он был не то что пыльный, грязный, там, хуй с ними, с этими царапинами. Он был ржавый. Все оси, цепь, я просто взял цепь, снял, она вот, как она, блядь, висит, вот в таком положении она и осталась. Она вообще не поворачивалась, не прикладывая усилий. Я на это смотрю, думаю: да ты мой хороший, какой ты молодец, блядь. Но
я еще больше захотел забрать велик, потому что я не хотел, чтобы он больше у него находился. Потому что я не понимаю людей, которые так обращаются с ними. Зачем, почему, блядь. Ну ладно, хуй с ним, с этим типом. Забрал я велик, я его полностью отмыл, очистил от всех этих ржавчин, смазал, перебрал, все. Он живет теперь прекрасной жизнью, наслаждается, и надеюсь, он больше никогда не попадет в такие плохие руки. Так вот, есть один прикол. Значит, нашел я всю историю этого велосипеда от начала до конца на супер потрясающей платформе Facebook. Это пиздец, а не Facebook. Короче, значит, вот фотография того, как он выглядел изначально. Я нашел мужичка, который его купил. Купил он его 2 года назад. Купил он у официалов здесь, в Израиле, у скота. Вот он его продает. Через год уже другой человек продает тот же самый велосипед, только там из нюансов были поменены грипсы, педали, да и вроде все. Все, тоже он был в хорошем состоянии. На нем даже на всех местах, где только можно было наклеить, он наклеил наклейки. Но, сука, не такие наклейки, как на iPhone. Вот эти защитные, прозрачные. Это, сука, прям какая-то, я не знаю, гуталиновая, какая-то силиконовая наклейка. Я не знаю, что это было. Я так устал это отдирать. Я 3 часа сидел, просто вышкрябывал это все отовсюду. Но зато остались хоть какие-то целые места. Проходит, блядь, полгода. Полгода. И я натыкаюсь на это объявление, которое, вот, собственно, привело меня к покупке этого велосипеда. Как, блядь, как за полгода можно было велосипед довести до такого состояния? Я не понимаю, что он с ним делал. Ну, я бы специально, если бы мне, блядь, заплатили денег и сказали, вот тебе велосипед, ты должен за полгода разъебать его просто в хлам, я бы не смог. Я не знаю, что надо делать. Сразу вам скажу, вы попали на бомж-канал. Здесь не будет обзоров велосипедов за 12 тысяч долларов, здесь не будет супер-пупер каких-то компонентов. Тематика будет немножко другая. Вы как раз можете подписываться на канал, не пропустить ни одно видео, чтобы следить за развитием канала и следить за тем, как я этот велосипед доведу до конца, до идеала, потому что я вам сейчас все расскажу. Здесь есть некоторые нюансы из-за того, что у меня не хватило денег. Поэтому присаживайтесь поудобнее, заваривайте себе чай и будем переходить к обзору компонентов. Значит, перейдем к обзору и начнем обзор с рамы. Рама Scott Gambler 2019 года. Комплектация была 720, есть 710, 730. Вот 710 это самый жир, 720 это что-то среднее, 730 это такое, прям еще хуже, чем все, что было до этого. Рама здесь, мое почтение, просто кто, блядь, додумался до вот этого вот всего, соединения этих линков. Да, это однорычажная подвеска. Вы скажете, что, как обычно, что она никуда не едет, ничего не делает. Но то, как это все выглядит, то, как это сделано, это прям сносит башню. Здесь 210 миллиметров ход подвески. И она работает на все свои бабки. Так, идем дальше. У нас вилка. Вилка RockShox ZEP. 38 ноги, 180 миллиметров ход. Ось 15 на 110, соответственно, конусы, все дела. Здесь все 4 шкалы, 150, 160, 170, 180 миллиметров. Настраивается она вообще просто по щелчку пальцев. Вы спросите, почему не двухкоронка? Почему у тебя, у дурачка, на велосипеде ДХ не двухкоронка? Ну, вы уже поняли, что в комплекте, когда я покупал велик, типа не было вообще никакой коронки, блядь, ни вилки, ничего. И в Израиле как амортизатор задний найти невозможно. Также невозможно найти двухкоронку. А цены, которые даже на заказ, на чайники или на другом каком-то сайте, ну, это минимум $2000. Ну, куда? Ну, это пока что для меня это космос, и денег таких нет. Вообще, мне еще очень сильно повезло, потому что изначально здесь должна была стоять вилка другая. На рассмотрении по моему бюджету
в который я влазил, здесь должна была стоять RockShox 35 или RockShox Spike. У меня на рассмотрении было две вилки. Обе они с 35-ми ногами, там 160 миллиметров хода было. Я думаю, да вроде хватит, пойдет пока на первое время. Опять же, в один прекрасный вечер, только уже без капучино, я наткнулся на объявление о том, что какой-то мужичок продает RockShox ZEP за $200. Я такой, все классно. Задний амортизатор. Задний амортизатор тоже RockShox. RockShox Deluxe DH Ultimate. Что в нем Ultimate, я так и не понял. Я его заказывал с сайта. Вот. Я думал, что Ultimate название, это там, где типа, ну, прям жир какой-то стоит. Здесь нет ни блокировки, ни воздуха, подкачки я так и не нашел. Я не понимаю, где она находится. Я уже все перерыл. Того, что вы можете отрегулировать, только отскок, соответственно. Еще бы было бы странно, если бы этого здесь не было. Отскок и компрессия. Все. Больше здесь нет ничего. Дальше перейдем к трансмиссии. Трансмиссия здесь вся DH-шная, начиная от монетки, это SRAM GX DH, переключатель SRAM GX DH, 7 скоростей, кассета SRAM GX DH, шатуны. Шатуны у нас Truvativ Dissident. Педали, что за педали, непонятно, какие-то no-name, Sumart написано, ну, написано и написано. Успокоитель Ezertin, классный успокой, только единственное, вот здесь есть ролик, на него просто надета резинка, на сам ролик, оно друг с другом вообще не работает. Цепь, она прям очень туго ходит, это все надо поменять, я это все почистил, но все равно это очень плохо работает. Далее, колеса. Колеса здесь стоят разные, как и покрышки. 27,5, но впереди 27,5 плюс, а сзади просто 27,5. Сзади стоит E532 DT Swiss. Спереди стоит, не знаю что, честно. Я купил просто единственное, что здесь было в продаже. Еле-еле я нашел колесо 27,5, чтобы обод был 30 плюс миллиметров. Здесь 40 миллиметров теперь. Огромный просто обод. Я его, конечно, поменяю потом. Либо задний, либо передний, неважно. Передний больше нравится. Прям монструозный такой. Передняя втулка DT Swiss 350. Задняя втулка Формула 150. На 3 собачки. Старая, но надежная. Надеюсь, проверим. Передняя покрышка WTB. 2,5 вердикт. Задняя Миньон DHR 2. 2,8. Она стояла спереди, я их поменял, чтобы это хоть как-то друг с другом сочеталось, потому что сзади обод уже, спереди шире, соответственно, резина сзади шире, спереди уже, и это хоть как-то более-менее гармонично смотрится. Сиденье Синкрос, подсидел тоже Синкрос, зажим подсидельный какой-то Камикадзе, блять, хуй его знает. Руль Хромак 800 миллиметров, 25-й подъем, 35-я ширина, вынос Race Face Chester на 30 миллиметров, тоже 35-й диаметр. Тормоз. Тормоз у нас один. Один SRAM G2 RS, G2 RS. Один задний, потому что на передний не хватило денег. Просто тупо в корзину добавил все, что было необходимо на первое время. Без переднего как-то еще можно покататься, но без заднего было бы тяжело. Ротор по 200 мм, SRAM Centerline. Многие жалуются, пока у меня с ним все нормально. Не скрипит, не шуршит. Все хорошо. Грипсы. Грипсы Оди 0, Оди О. Я так и не понял, как они правильно называются. Обычные резинки без луконов заебали крутиться, если честно. Они постоянно крутятся. Но очень мягкие, удобные, классные. Стоили всего 10 евро. К ним претензий 0. Насчет базы, ричи, хуичи, я вам это все говорить не буду. Мне кажется, это никому вообще нахуй не интересно. Тем более ростовки все разные. Зачем об этом рассказывать в видео? Кому надо, пожалуйста, я оставлю ссылку в комментариях. Можете в описании.
Можете посмотреть, зайти у официалов, все ростовки, какие там размеры. Хочется сказать в заключение то, что, конечно, это ДХ-велосипед. Это не велосипед для городской езды, хотя я сейчас катаюсь практически большую часть времени в городе, но это вынужденная мера, потому что до парка ехать очень далеко, машины пока нет, да и, наверное, не будет. Вот. И как только выберемся туда, я обязательно вам об этом расскажу, сниму и покажу, как он там себя ведет. И я думаю, он ведет себя там идеально. Но в целом, когда садишься на байк, ну, твоя жопа, она где-то вот на колесе. Она просто куда-то уходит, блядь, хуй пойми куда туда. И ты сидишь на нем растянуто. Это прям ощущения непередаваемые. Таких ощущений на хардтейле, ну, соответственно, нет. Угол рулевой здесь 63,5 градуса. Это вилка, она где-то там далеко валяется, и колесо переднее просто куда-то уехало. Угол подсидела тоже, скорее всего, такой же, потому что у тебя жопа просто на колесе, ты когда садишься, это еще пружина у меня жесткая, но если будет мягкая, ты просто сядешь и где-то вот ты на земле едешь. Короче, что, это был обзор моего ДХ-байка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите, что с ним произойдет, и следите за этим каналом. Великодушно благодарю вас за просмотр и скоро увидимся.